Всем привет, вы продолжаете меня удивлять. Потому что на ролике, в котором я просил набрать 300 тысяч лайков, вы набрали 400, даже больше. Поэтому продолжаем рубрику, в которой мы повторяем уличную еду разных стран. Поехали! Начнем с ребрышек. Это настолько популярная тема, что в Канаде проходят целые фестивали, на которых повара соревнуются в умении приготовить лучшие свиные ребра. Мы решили готовить корейку. Это те же самые ребра, только с которыми оставили большой кусок мяса. Первым делом срываем с ребер пленку. Она будет мешать проникать соли внутрь. Хорошо все это присаливаем. Также для цвета посыпаем паприкой и втираем руками. Теперь нужно замочить чипу для гриля, которая потом будет дымить и как бы немного ребра коптить. Разжигаем угли. Пересыпаем их на гриль. Перемещаем на одну из сторон. И сверху насыпаем еще не разогретые угли. Ставим решетку гриля. И пока новые угли разгораются, почистим ее щеткой. Кладем наши ребрышки на ту половину, под которой нет углей. Отрываем пару листов фольги. Сворачиваем ее в такое блюдце. И насыпаем в него наши замоченные щепки. Открываем отсек в решетке. И отправляем все это на угли. Благодаря фольге дымить чипа будет намного дольше. Накрываем гриль крышкой. И открываем поддув. Оставляем на пару часов. Сейчас на вид ребра как бы готовы. Чтобы узнать точно, втыкаем термометр. Температура внутри мяса 63 градуса, а нужно 76. Поэтому ждем. Спустя еще 40 минут термометр запищал. Ребра готовы. Но стоп, не совсем готовы. В Канаде на фестивале каждый повар использует необычную намазку, которая и отличает его ребра от остальных, и задает аппетитную корочку. В этом нам поможет сегодняшний спонсор – приправка, и его новый продукт под названием «Готуємо у соусе». В коробочке нам прислали 5 крутых соусов для готовки, с офигенными сочетаниями вкусов. Во всех упаковках есть прозрачный фрагмент, через который видно сам соус. В общем, они предназначены облегчить нам жизнь, очень сильно экономя время. Например, вечером захотелось поесть, поэтому нарезаем куриную грудку. Быстренько обжариваем на сковородке. Заливаем соусом, который хотите. Накрываем крышкой и через 15 минут получаем вот такую вкуснейшую и сочную курочку. Почти без усилий. И так можно сделать с любым соусом. Но мы выбрали перечно-карамельный соус и используем его как намазку. Пахнет это, как и написано на пачке, перцем и карамелью. Окунаем кисточку в пачку и смазываем ребра. Через пару минут переворачиваем и повторяем снова. Все, ребра можно снимать. На них образовалась такая глянцевая корочка. Сейчас попробуем, как она на вкус. Нарезаем их. И можно пробовать. Во-первых, сами ребрышки очень мягкие и с запахом дымка от чипы. Тут прямо видно розовое дымное кольцо по краям мяса. А во-вторых, это самые необычные ребрышки, что я пробовал. Конечно же, в хорошем смысле. На поверхности перечно-карамельный соус, который идеально сюда подходит. Да еще он без усилителей вкуса и всяких красителей. В общем, штука максимально полезная и удобная, а ребра просто божественные. Следующее это мороженое ролл из Таиланда. Я думаю, многие из вас видели видео, на которых фрукты заливают сливками, шпателями все это дробят, размазывают и скатывают роллы мороженое. Но еще их делают из разных сладостей. Мы решили попробовать сделать из печенек Орео. Стол, на котором они все это делают, называется фризер и стоит 300 тысяч рублей. Попытаемся все это сделать в домашних условиях и без этого стола. Открываем печеньки Орео. Нам нужно буквально пару штук. Перекладываем их на железный поднос. Для сладости будем использовать сгущенку. Открываем ее. И выдавливаем поверх печенек. Также нужны сливки жирностью в 33%. Выливаем и их. Берем шпателя и начинаем измельчать печенье. Периодически собирая сливки по краям. В конечном итоге должны получиться идеально перемешанные сливки, сгущенка и печеньки Орео. Нам нужен еще один поднос пластиковый. В нем будет делать роллы проще.
Переливаем в него всю нашу смесь. И распределяем тонким слоем. Отправляем в морозилку ровно на 30 минут. А вот теперь нужно действовать быстро. С помощью деревянной лопатки намечаем границы роллов. И закручиваем их, просто поддевая лопаткой. Сначала мы помогали себе пальцами. Но потом наловчились и делали их очень просто. Перекладываем роллы в бумажную тару для мороженого. Сверху поливаем шоколадным топпингом. И посыпка для красоты. Все, вставляем ложку, и наше мороженое ролл со вкусом Орео готово. Получилось в меру сладкое и вкусное мороженое. Я думаю, не хуже, чем то, что делают в Таиланде. Но мороженое получается дорогим, так как такие жирные сливки стоят немало. Я решил попробовать и проверить, получится ли у нас мороженое из сливок жирностью в 10%. Они гораздо дешевле. Это мороженое у нас будет из киви. Открываем упаковку. Берем один фрукт, обрезаем с двух сторон. И чайной ложечкой снимаем кожуру. Легким нажатием освобождаем мякоть. Разделяем киви пополам. И шпателями превращаем все это в пюре. Тоже сверху наливаем сгущенку. И 10% сливки. Все это перемешиваем. И получается вот такая масса. Тоже выливаем на поднос. Замораживаем. И пробуем закрутить роллы. На удивление, роллы без проблем закрутились. А значит, вы все это можете повторить дома и получить натуральное мороженое, не сильно затрачиваясь. Тоже поливаем топпингом и посыпаем присыпкой. Мороженое из Таиланда мы повторили. И последнее на сегодня — это пицца фрита, которую придумали в Неаполе. Можно сказать, что это пицца в виде нашего чебурека. Собирается пицца из разных начинок и жарится во фритюре. А это один из любимых видов уличной еды в Неаполе. Местные ее просто обожают. Давайте приготовим эту необычную пиццу. В стакан теплой воды высыпаем чайную ложку дрожжей и столько же сахара. Даем дрожжам время, чтобы они начали работать. А пока в миску высыпаем муку, соль. И когда в стакане появилась пенка, значит дрожжи заработали. Вливаем их в муку и замешиваем. Сначала вилкой, а затем руками. Взбрызгиваем оливковым маслом и продолжаем вымешивать, пока оно не станет супер эластичным. Оставляем его в миске и переходим к начинке. Берем палку солями и нарезаем ее сначала как обычно. А затем на полоски. Буженина. Ее пластинками. И точно так же полосками. Берем какой-нибудь вкусный твердый сыр и натираем его. У болгарского перца отрезаем одну пластинку и нарезаем кубиком. Начинка готова. Потом еще понадобится сыр Филадельфия. Припыляем стол мукой. Кладем наше тесто. За это время оно взошло и стало очень мягким. Отрываем кусочек. Раздавливаем его сначала пальцами и раскатываем скалкой. Открываем вот такие перемолотые томаты и наливаем в центр теста. Присаливаем и ложкой размазываем. Отрываем пару листиков базилика. Нарезаем их. И отправляем на пиццу. Открываем сыр Филадельфия и внешней стороной ложки размазываем ее по тесту. Теперь солями. Буженина. Твердый сыр. Болгарский перец.
И накрываем второй половиной теста. Закручиваем край. Открываем бутылку масла и в сковородку выливаем все. Ставим разогреваться. И как только нагрелась, отправляем нашу пиццу во фритюр. Поливаем сверху маслом, чтобы часть, которая не погружена, тоже прожарилась. Готово! Вот такой у нас получилась пицца фрита. Разрезаем ее. И видим внутри вкуснейшую начинку в сочетании со сливочным сыром. Это очень вкусно. Она остается горячей дольше обычной пиццы. И есть ее удобно. А если вы хотите продолжение этой рубрики, где мы повторяем стритфуд со всего мира, то просто ставьте лайки. И если вы наберете 300 тысяч лайков за день, то мы продолжаем. Пишите в комментариях, какой стритфуд больше всего распространен в вашем регионе. Что из этого ролика вы бы хотели попробовать больше всего. И что мне приготовить. А также подписывайтесь на канал и на Инстаграм. Всем пока!